Братья Гримм. Три пряхи. Жила-была на свете девица-ленивица и прясть-неохотница. И как бы мать ее к этому не принуждала, а заставить прясть не могла. Наконец, и до того дело дошло, что мать однажды не вытерпела, рассердилась и побила дочку. А та стала голосом плакать. Как раз в это время ехала мимо королева, и когда услышала плач, приказала лошадей остановить, вошла в дом и спросила мать, за что она так бьет свою дочь, что ее крики слышны даже на улице. Матери совестно было обнаружить лень своей дочки, и потому она сказала: «Да вот, никак ее от пряхи не отбить. Все хочет прясть да прясть, а я-то бедна и не могу для нее постоянно иметь лен наготове». Тогда королева отвечала: «Я более всего люблю прясть, и более всего бываю довольна, когда кругом меня шуршат колеса самопрялок. Отпустите вашу дочь со мною в замок. Там у меня льна довольно, может себе прясть сколько душе угодно». Мать была радешенька, и королева увезла ее дочку с собою. По приезде в замок королева повела девушку вверх и показала ей 3 комнаты снизу доверху наполненных чудеснейшим льном. Бедная девушка перепугалась. Она не могла и подумать перепрясть такую гору льна. Хотя бы она над ним и 300 лет просидела и работала бы с утра и до вечера, не покладая рук. Оставшись одна, она стала плакать и так 3 дня просидела, пальцем не шевельнувши. На 3-й день пришла королева и очень удивилась, увидевши, что еще ничего не напрядено. Но девица извинялась тем, что она очень скучала по дому матери своей и потому не начала работать. Королева ее выслушала, но, уходя от нее, сказала: «С завтрашнего дня ты должна начать работать». Когда девица опять осталась одна, то уж решительно не знала, что ей делать, и в горе подошла к окошку. Вдруг видит, входят во двор 3 бабы. У одной нога широкая-приширокая и приплюснутая, у другой нижняя губа такая большая, что на подбородок отвисла, а у 3-й большой палец на руке огромный. Они остановились перед окном, взглянули вверх и спросили девушку, о чем она горюет. Она стала жаловаться им на свою беду, и тогда те предложили ей свою помощь и сказали: «Если ты нас к себе на свадьбу пригласишь, нас не постыдишься и назовешь своими тетушками, да за стол с гостями посадишь, то мы тебе твой лен перепрядем, и притом в самое короткое время». «От души буду вам рада», — отвечала девица. «Входите же скорей и сейчас принимайтесь за работу». Тогда впустила она этих 3 диковинных баб к себе и в первой комнате со льном устроила им выемку, в которой они уселись и принялись прясть. Одна тянула нитку из кудели и вертела колесо, другая смачивала нить
Третья скручивала нитку и постукивала пальцем о стол. И как ни стукнет, падает на земь пряжа, и притом самая тонкая. От королевы девица укрывала своих 3 прях, и когда та приходила, указывала ей только на груду пряжи, так что та и не знала, как и расхвалить ее. Когда первая комната опустела, принялись за вторую, а там и за третью, и ту скорехонько опростали. Затем 3 бабы-пряхи распрощались с девицей и сказали ей: «Не забудь только обещанного нам, в том твое счастье». Когда девица показала королеве пустые комнаты и громадную кучу пряжи, та стала готовить свадьбу. И жених заранее радовался, что жена у него будет такая искусная и старательная, и нахвалиться ею не мог. «У меня есть 3 тетки», — сказала девица королеве, «и я от них много добра видела. Так я и не могу забыть о них в счастье, а потому позвольте их пригласить на свадьбу и посадить с нами за один стол». Королева и жених сказали: «Почему бы нам этого не дозволить?» Когда торжество началось, 3 тетки вошли в залу очень странно одетые, и невеста, обращаясь к ним, сказала: «Милости просим, милые тетушки». «Ах!» — сказал жених, «как это ты можешь дружить с такими уродами?» Затем он подошел к одной из 3 прях с широкой ступней и спросил: «Отчего это у вас ступня такая широкая?» «Хе-хе-хе, от нажима», — отвечала она. Тогда жених подошел к другой пряхе и спросил: «Отчего у вас губа такая отвисшая?» «От смачивания», — сказала она. Тут обратился он к 3-й. «Отчего у вас такой большущий палец?» «От скручивания нитки», — сказала она. Королевич испугался и сказал себе: «Ну уж нет, моя красавица-жена и не притронется более к колесу самопрялки». Так и избавилась девица от необходимости прясть эту несносную льняную пряжу.